Все в этом мире, и я, и ты, и животные, все заслуживают счастья. Ты только глянь на тех щенков, что бродят по улице, ведь у них скорее всего раньше был дом, но их просто взяли и выкинули на произвол судьбы, предали. Вот мои питомцы, Татошка, Нюрка, Черныш, Лиска. Я их всех нашел и приютил. Честно говоря, не понимаю, зачем люди так помешаны на породистых, ведь на улице полно красивых и добрых, да и в приюте можно найти любого. Мы с бабушкой никогда мимо беды не проходили, и так случалось, что если кто и уходил из них от старости или болезни, через короткое время находилась новая несчастная душа, а то и две. А что, дом у нас большой, места на всех хватит. Марина до сих пор помнит эти рассказы дедушки на лавочке возле его дома. Он очень любил животных и беспрерывно рассказывал забавные истории о них. Сидит в тени раскидистой старой яблони, на коленях старая кошка Нюрка, гладит ее и вспоминает, как нашел ее прямо на рельсах, когда делал обход. Работал дедушка на железной дороге, работал почти всю жизнь до очень преклонного возраста, работу свою любил, он был душой компании и всегда помогал чем мог окружающим. «Вот маму твою не понимаю», – часто говорил дедушка. «Вроде и у нас в доме выросла, воспитывали ее правильно, а как замуж вышла и переехала, так словно подменили, 1000 раз говорил Маринке нужен друг, чтобы рядышком постоянно был. Возьмите хоть у нас Татошку, а может, в приюте выберите ей щенка. Нет, ни в какую не хочет, шерсть ей не нравится, отца Марина совсем не помнит. Дедушка сказал, что он ушел от них почти сразу, как она родилась, просто исчез и больше не объявлялся. Дедушка был прямым, открытым человеком, никогда не скрывал ничего от внучки. Марина очень много впитала именно от него, в том числе и любовь не только к животным, но и к людям. Мать действительно не хотела никаких животных в доме. С самого рождения она одна растила дочь, работая бухгалтером на предприятии. Да еще постоянно искала себе дополнительную заботу, чтобы дочь никогда и ни в чем не нуждалась. Поэтому Марина большую часть времени проводила у дедушки с бабушкой в большом доме на окраине города, рядом с лесом и красивым озером. Бабушка умерла еще до того, как девочка пошла в школу, и дедушка остался один. Он держался молодцом, поддерживал порядок в доме, ухаживал за своими многочисленными питомцами, и самой большой радостью для него была внучка. Из увлекательных рассказов Марина знала о нем все тяжелое детство. Отец и мать погибли на войне, и он попал в детский дом, откуда вышел только достигнув совершеннолетия. Практически сразу познакомился с бабушкой, и как только у них появилось собственное небольшое жилье, они наконец-то смогли завести себе первую в жизни собаку, как это будет и в дальнейшем. Своего первого питомца они взяли с улицы. Дедушка умер, когда Марине исполнилось 8, девочка была в летнем лагере, и мать, чтобы не расстраивать ребенка, ничего не сказала ей, не взяла на похороны. В сентябре Марина пошла во 2 класс и очень хотела проведать дедушку. Мать сообщила, что дедушки больше нет, только в октябре, когда они поехали наводить порядок в доме перед его продажей, дом был пустой. Здесь больше не было никого, ни дедушки, ни Нюрки с Лиской, ни 2 дворняк Татошки и Черныша. Мама так и не сказала, куда они делись. Возможно, забрали соседи, а может, разбежались сами после его кончины. С тех пор прошло уже много лет, но самые яркие впечатления детства Марины связаны с дедушкой и его домом, как будто в тот год детство вовсе закончилось, и остались только воспоминания. Марина выросла и решила посвятить себя медицине. Она стала профессиональным хирургом и полностью отдавала себя работе. Тяжелая учеба в университете и интернатура практически исключали личную жизнь. Она поздно вышла замуж, в 25 лет, да и то не по любви, а скорее по причине зрелого возраста, когда все твои знакомые давно уже обзавелись семьями, а у тебя одна только работа. Очень хотелось детей, но вместо этого брак приносил одни лишь расстройства. За 5 лет замужества ее жизнь постепенно превратилась в ад в череде скандалов и ссор.
Во время последней ссоры муж признался, что уже 2 года у него другая женщина, затем молча собрал чемодан с необходимыми вещами и ушел. Она как дура бежала за ним через весь двор на глазах у соседей. Затем он развернулся и толкнул ее на газон. Она долго не могла прийти в себя и в тот вечер отправилась бесцельно бродить по улицам, вернулась на руках с маленьким котенком, у которого была перебита лапа. Ветеринары сказали, что лапку придется ампутировать. Так в доме появился первая кошка Нюрка, которую она назвала, помня о дедушке и его питомцах. С возрастом она все чаще обращалась к прошлому, к теплым рассказам дедушки, его стилю и философии жизни. «Очень важно, чтобы тебе дома кто-то встречал прямо у порога», — говорил дедушка маленькой девочке. «Вон, смотри, бабушки нет. А я, когда домой возвращаюсь, так меня целая стая встречает, и не ради еды, я ведь для них что-то наподобие Бога оберегающего, заботливого и любящего». Марина уже давно утратила подобное чувство, что она кому-то нужна, кроме себя. Теперь же кошка Нюрка терпеливо ждала на подоконнике свою хозяйку и при виде приближающегося знакомого силуэта бежала на своих 3 лапах к входной двери. В свои 30 лет, официально получив развод и потеряв надежду на счастливую семейную жизнь, Марина решилась на отчаянный шаг. Она пошла в детский дом для того, чтобы усыновить ребенка. Дедушка был дедомовский, он не знал родителей с самого раннего детства, и это, наверное, сыграло ключевую роль в таком смелом решении. Оказалось, в современном мире взять на усыновление ребенка очень сложно, даже имея собственное жилье, стабильную работу, будучи опытным врачом, социальная служба просто так не отдаст ребенка. Необходимо пройти тестирование, собрать целую кучу справок, и даже если решение будет положительным, впереди еще испытательный срок и постоянный контроль государственных органов. Большим препятствием было то, что она в разводе и живет одна. Только через полгода пришла ее очередь. Мальчик физически полностью здоров. Вот только не разговаривает совсем, объяснили в приюте, точная причина неизвестна, но по всей видимости, это психическое расстройство. Он потерял родителей в один день, отец и мать погибли в автокатастрофе. И вот уже год Никита в нашем центре. Я уверена, Марина Николаевна, что с вашим желанием и профессиональными навыками врача со временем все исправится, а если что, вы всегда можете оформить отказ. Ну и ладно, подумала Марина. Значит, ему так хочется, а там посмотрим. На пороге детского дома появился щупленький мальчик Никитка с длинными светлыми волосами и в старых потрепанных джинсах, которые он любил до ужаса и наотрез отказывался их менять. Марина присела на корточки, протянула руку, улыбнулась и просто сказала: «Привет, меня зовут Марина, я приглашаю тебя в свою семью». Она не ждала ответа, а мальчик ничего и не сказал, а молча принял это как факт и пошел с ней. Он не говорил совсем, хотя все прекрасно понимал и выполнял практически любые просьбы и указания. В нем не было злобы, нахальства, наоборот, он был очень покладистым и показывал успехи в школе по многим предметам. Марина не требовала от мальчика разговоров, решив для себя, что когда придет время, он сам посчитает нужным и начнет говорить, ведь раньше он общался с окружающими, значит, сможет и в дальнейшем. Мальчик отлично контактировал с животными, он мог одним взглядом позвать к себе Нюрку, а также со временем обучил ее нескольким трюкам. Взмахом руки она поднималась на задние лапы и застывала в позе статуи, протягивая вперед свою единственную переднюю в знак приветствия. Как у него это получалось без слов, сложно сказать. С первого дня, как мальчик появился в доме, кошка переселилась в его комнату и всегда спала в ногах Никиты. Марина не ревновала, ведь теперь ее у порога каждый день встречало двое: кошка и ее приемный сын Никита. Никита проводил много времени во дворе, на детской площадке, как и все дети 10 лет. Ему нравилось лазить по лестницам, веревкам, качаться на качелях и играть в песке. Но поскольку он ни с кем не говорил, другие дети плохо шли на контакт. Поначалу пытались разговорить его, но не получив какого-либо ответа,
просто убегали играть дальше. Единственным человеком, кто мог проводить с ним время, была Настя, его сверстница из соседнего дома. «Настя, должна тебе признаться», – как-то сказала ей Марина, – «ты лучше всех понимаешь его, даже я порой теряюсь. Знаешь, я часто наблюдаю, как вы общаетесь, ты можешь часами ему что-то рассказывать, и иногда даже мне кажется, что ты отвечаешь на его вопросы. Так в чем секрет, может, поделишься?» «Да ничего сложного и секретного здесь нет», – легко сказала девочка. «Он на самом деле говорит, но только про себя, а я все это слышу. Вот недавно я позвала его на свой день рождения, и он согласился. А еще к вам в гости приглашал познакомиться с кошкой вашей Нюркой. Удивительно, ты даже знаешь, как зовут нашу кошку, я ведь тебе никогда про нее не рассказывала. Я же говорю, что я его слышу. Он говорит со мной, но только вслух не хочет слова произносить. Может быть, и я когда-нибудь научусь так же его слышать, как и ты, но пока я только догадываюсь, чего он хочет, и даже не знаю, как он ко мне относится. Он очень любит вас, хоть и не говорит, благодарен вам, что вы взяли его к себе, ему хорошо в вашем доме». Настя и Никита проводили очень много времени вместе и иногда даже покидали пределы двора, все больше исследуя и расширяя пространство. Потом они сидели вместе в песочнице, и Никита рисовал палкой план, где в центре был их двор, а вокруг – другие соседние дома, школа, детский садик и магазин. С каждым днем эта карта становилась все больше и больше. Настя сразу поняла, что он что-то почувствовал, когда Никита вдруг резко остановился посреди чужого двора на несколько минут. Он замер, затем направился в сторону заброшенного деревянного дома. Окон в доме не было, и весь его вид вызывал страх и ожидание опасности. «Ладно, если ты хочешь, мы туда пойдем вдвоем», – сказала Настя, но мальчик дал понять ей, что пойдет один, а девочка пусть останется и ждет его снаружи, в случае чего придется звать взрослых. Он переступил порог заброшенного трехэтажного дома и начал пробираться сквозь паутину и нависающую со всех сторон пыль. Никита не слышал, но чувствовал, что там, в глубине, есть кто-то, кому нужна его помощь. Поднявшись по трухлявой деревянной лестнице на второй этаж, он нашел, кого искал. Он вышел через минут 10, когда Настя уже начала волноваться, а на руках у него был маленький черный щенок с оборванной веревкой на шее. Какой-то жестокий человек привязал несчастного щенка к ручке двери одной из квартир. Кто знает, сколько времени он провел там один, но на вид малыш был очень отощавшим. Первым делом они достали бутылку с водой и напоили щенка, наливая воду в ладони. «Слушай, тебе придется все ей сказать самому, она не слышит тебя, когда ты говоришь про себя, просто скажи ей, что ты хочешь». Настя находилась недалеко, она спряталась на лестничной клетке, когда отворилась входная дверь, и Никита произнес свои первые за много лет слова вслух: «Мама, можно этот щенок тоже будет нашей семьей?» Марина не могла сдерживать слез, а мальчик продолжал безостановочно рассказывать историю о том, как он нашел его в заброшенном доме, и объяснять, почему нельзя оставить его на улице. Его слова почти точь-в-точь повторяли слова ее родного дедушки о том, что маленький черный малыш ничем не хуже всех тех породистых собак, он заслуживает быть счастливым и иметь свой дом.